Всем привет! Друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Сегодня у меня квашеная капуста. И если вы за квашеной капустой ходите в магазин, тогда я сейчас приду к вам. Сейчас я вам покажу, как готовить капусту. Быстро, вкусная получается, без сахара, без всяких маринадов. Просто квашеная капуста в собственном соку. Пользы миллион, затрат никаких. Обязательно готовьте. Поехали! Сегодня квашу капусту, будет быстрый рецепт. Вот здесь у меня капуста 2 килограмма 200 грамм. Разрежу на 4 части. Капусту берите белую, плотную. Смотрите, не поймешь, где начинается листочек, где заканчивается. Такая капуста будет самая вкусная, сочная, сладкая, она уже сейчас. Смотрите, какая маленькая серединка, кочерышка. Удаляю ее. Серединку вырезала, капусты осталось 2 килограмма 50 грамм. Вот здесь морковь 250 грамм. Еще понадобится на 2 килограмма капусты 30 грамм соли, это 2 с горкой чайные ложки. И штук 5 лавровых листочков. Больше в моей капусте ничего не присутствует. Никакого сахара. Смотрите, капусту можно шинковать с помощью вот такой овощечистки. Замечательно шинкуется, но долго. Можно купить вот такой нож. С ним проще, но руки берегите. Я, как правило, делаю таким ножом, а все, что остается, дорезаю обычным. Лучше всего шинковать капусту вот с внешнего листа. Так удобнее и быстрее. Если нет таких прибамбасов, режьте обычным ножом, очень тоненько. Друзья мои, режьте капусту и поворачивайте, как будто вокруг своей оси. Тогда капустные полосочки будут меньше размера. Принцип понятен. Сейчас всю порежу и продолжим. Капусту нашинковала и натру на крупной терке сюда морковь. Так, можно не мешать. Сразу добавляю сюда 30 грамм соли. Чайная ложка с верхом, обычно на килограмм капусты этого достаточно. Листочки можно пока убрать. Друзья мои, сейчас я буду перемешивать капусту и параллельно ее перетирать, для того, чтобы она пустила сок. Листочки ломать не надо, просто легко перетирайте. Вот посмотрите, вот так. Этого достаточно, чтобы капуста начала пускать сок. Вот посмотрите, совсем немножечко я ее перетираю. Капуста чудесная. Она сейчас уменьшится в объеме, пустит сок. Нам сок необходим для того, чтобы капуста уже к завтрашнему дню начала кваситься. Посмотрите, сколько капуста пустила сока. Продолжаю над ней издеваться. Сейчас подготовлю посуду и будем выкладывать капусту для сквашивания. Друзья мои, лучше всего заквашивать капусту в эмалированной посуде. Я вам не рекомендую сразу заквашивать в стеклянной банке, потому что капуста начнет кваситься, надо будет протыкать, чтобы выпускать скопившиеся газы. А в банке это сделать будет сложно. Вот смотрите, часть капусты выкладываю и вот так рукой утрамбовываю. Бросаю лавровый листочек и вновь слой капусты. И обязательно вот так прижимайте рукой. Идеально, друзья мои, когда вы начнете придавливать капусту и появится сок. Это значит, все удалось, капуста сочная и будет очень вкусная. Смотрите, я давлю и под рукой выступает капустный сок. Прикрываю тарелочкой по размеру. Лучше всего поставить стеклянную банку. Оставлю на сутки, а завтра покажу, как начался процесс брожения. И скажу, что с капустой делать. Сутки прошли, снимаем гнет и делаем несколько до самого дна проколов в капусте. Через такие отверстия выйдет лишний ненужный газ. Вновь закрываю и еще оставляю на одни сутки. Вторые сутки прошли, друзья мои. Обязательно попробуйте капусту. У меня на кухне жарко, и поэтому 2 суток, думаю, достаточно. Друзья мои, ни в коем случае не передерживайте капусту. Надо понимать, что капуста еще будет стоять и по-любому будет заквашиваться. Берите капусту белую, сочную, зрелую. Но моя капуста уже готова. Сейчас я ее буду перекладывать в баночку и уберу в холодильник. Вот такие банки с широким горлышком лучше всего подходят. Обычно это руками делаю, но здесь надо сделать красиво. Вот так. Но вначале не сфотографировал, значит не приготовил. Сейчас я вам покажу, как обычную капусту можно красиво подать на стол. Я ее не промываю ни в коем случае. Весь этот сок настолько полезный. Страшно представить, сколько пользы. Я, кстати, сейчас буду опять квасить капусту. Нам это ни о чем. А дальше добавляю перьями порезанный лучок. Лучше всего красный. Он сладкий. Поливаю обязательно растительным маслом, которое не рафинированное. Ну и при желании немножечко зелени.
Этого даже много. С картинкой закончили. Переложу все-таки капустку, а затем сделаю обзор. Друзья мои, в холодильнике такая капуста может долго стоять. 2 недели точно. Сейчас можно капусту утрамбовать. Рукой туда полезьте и утрамбуйте. А плотно крышкой не надо прикрывать. Вот так закройте и достаточно, потому что она же там бродит. Вот сейчас я и сделаю обзор на таком красивом фоне. А вы, друзья, не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока!